Привет, давайте обсудим, как оптимизировать упражнения. Сначала я дам вам общие инструкции, а потом уже детали. Вот самое важное, что вы должны знать. Вот что происходит. Вы выполняете упражнения, нагружаете свое тело, тратите время, восстанавливаетесь. Вся польза в восстановлении. Итак, польза от упражнений в восстановлении после них. Сами по себе упражнения просто нагружают и повреждают тело. Зато после них вы можете восстанавливаться и сжигать жир. Восстанавливаясь, тело сжигает жир. Многие не дают телу достаточно времени на восстановление после упражнений. Из-за этого они не видят результатов. Я проходил курс молодого бойца в Форт Джексоне, в Южной Каролине, в 83-м. Я прибыл туда в отличной форме. Я уже участвовал в соревнованиях по борьбе на уровне штата. Когда через 3 месяца я выпустился, я едва мог сдать норматив. Я даже подтянуться не мог. Я не мог даже бегать. Почему? Потому что не восстанавливался. Мне не давали спать. Тренировки были каждый день. Никакого отдыха. Это навредило телу, плюс еще стресс. Вы тренируетесь, пытаясь похудеть, но для похудения питание намного важнее, чем сами тренировки. Некоторые говорят: «Буду есть, что хочу, но заниматься вдвое больше». Да неужели? И как успехи? Успехов не будет. Самая важная часть — диета. Я многим помог сбросить вес, убедив прекратить упражнения. Я не против упражнений. Занимайтесь, но не забывайте про сон. Если вы высыпаетесь, можете упражняться больше. Я вовсе не запрещаю упражнения. Занимайтесь, но помните, что нужно восстанавливаться. Происходит вот что. Если вы высыпаетесь, делаете упражнения, на завтра ничего не болит и самочувствие нормальное, даже если это раз в 3 дня, продолжайте в том же духе. Мы кое-что добавим, но сейчас я даю вам пищу для размышлений, а не просто шаблонные инструкции. Если после тренировок вам нехорошо, значит, вы тренируетесь слишком много. Это может быть очень опасно для сердца. Я проверяю людей одним прибором. Бывает, что у них есть риск сердечного приступа, а они об этом не знают. Дайте телу возможность восстановиться. Если вы по часу занимаетесь кикбоксингом, зумбой, очень интенсивными тренировками, лучше делать это раз в 3 дня, а не каждый день. И даже не через день, особенно с возрастом. И особенно для похудения. Некоторым лучше тренироваться раз в неделю или 2 раза в неделю. Это оптимально для них, потому что им нужен отдых, во время которого они могут подолгу гулять, заниматься йогой, растяжкой, всяким таким. Пилатес тоже хорошая вещь. Йога — это здорово, но при надпочечниковом типе телосложения лучше ограничиться малым количеством упражнений. Когда начнете высыпаться и вам станет лучше, можете набрать темп и перейти к интенсивным тренировкам. Но сначала я научу вас одному приему. Он поможет получить представление о том, насколько вы рискуете своим сердцем. Если хотите знать, каковы ваши шансы на инфаркт, попробуйте следующее. Вам понадобится секундомер и что-нибудь для измерения пульса. Можете использовать измеритель пульса, который крепится к пальцу и считает пульс. Можете просто надавить 2 пальцами на артерию на запястье или прижать их к артерии на шее, чтобы почувствовать и посчитать пульс. Я считаю пульс 15 секунд. А потом умножаю на 4, чтобы получить количество ударов в минуту. Нормальным считается пульс в 72 удара в минуту. Ниже тоже отлично. Хотя если не тренируетесь, то редкий пульс — это потенциально может быть очень плохо. В общем, нам нужен пульс в 60 или 50 ударов, особенно у спортсменов. Измерьте пульс в состоянии покоя перед тренировкой, а потом приступайте. Садитесь на тренажер или идите куда-то, занимайтесь бёрпи, бегом на месте, скакалкой, чем-то, что основательно нагрузит все ваше тело на 1 минуту. Хорошо? Итак, записываем пульс в состоянии покоя. Интенсивно упражняемся, чтобы пульс подскочил, а потом измеряем этот учащенный пульс. Допустим, пульс стал 150 после минуты упражнений. Потом мы отдыхаем минуту и снова замеряем пульс. Допустим, после минуты отдыха пульс снизился до 140. Вычитаем из 150 140 и получаем 10. Если у вас получилось 12 или меньше, то есть если пульс
подскочил, а потом понизился на 12 ударов в минуту или меньше, то вы рискуете получить сердечный приступ. Вам сейчас не стоит упражняться. Можете погулять по ровной поверхности, но ваше сердце в зоне риска, потому что оно не отдыхает. Это очень опасно. Но если ваш пульс снижается быстро, скажем, на 50 ударов в минуту, вы в хорошей форме, упражнение вам по силам. И на самом деле, скорость, с которой ваш пульс восстанавливается за 1 минуту, это отличный показатель того, насколько крепкое у вас здоровье. И это один из лучших показателей здоровья, особенно сердца. Нам нужно быстрое восстановление. Да, в 18 это происходит быстро. Но продолжайте замерять пульс каждую минуту и определите, за какое время он полностью вернется к тому, что было в состоянии покоя. Допустим, на это ушло 5 минут. Тогда на интервальных тренировках, то есть при чередовании интенсивных тренировок и отдыха, вам нужно упражняться 1 минуту, а потом 5 минут отдыхать. Вот такая схема. 1 минута интенсивных упражнений, потом 5 минут отдыха. Упражняемся минуту, 5 минут отдыхаем. Для начала повторите этот цикл 3 раза. Вот так и подбирается соотношение коротких интенсивных упражнений и долгого отдыха в интервальных тренировках. Чего делать не надо, так это 1 минуту работать, 1 минуту отдыхать. Ни в коем случае. Времени на восстановление недостаточно, ведь когда пульс подскакивает, вы должны подождать, пока он не вернется в норму, и потом повторить. Иначе вы не укрепляете ваши механизмы восстановления. Вы просто перегружаете себя, и телу приходится очень тяжело. Можете посмотреть это видео еще раз и все записать. Суть в том, что мы поднимаем пульс и смотрим, как быстро он снижается, чтобы определиться с интервалом и понять, есть ли риск. Снижение на 20-30 за минуту — это хорошо. Если на 30 и больше, то вы в прекрасной форме и отлично восстанавливаетесь. Понятно? Вот по какой формуле надо оптимизировать упражнения.